В этом видео я покажу 37 главных достопримечательностей Эрфурта и расскажу, как их найти. Вы узнаете, где попробовать знаменитые тюрингские колбаски и самое вкусное мороженое в городе, а также где находятся общественные туалеты и в какие места из достопримечательностей можно попасть бесплатно. Вы увидите самые необычные дома Эрфурта и получите их координаты, чтобы легко можно было самостоятельно их найти. Также вы получите обзор недорогих кафе, где можно бюджетно перекусить, и узнаете про общественный транспорт в Эрфурте. В общем, как всегда, будет много полезной и важной информации, которая вам точно пригодится. Эрфурт является столицей Тюрингии. Это старинный немецкий городок, который был основан еще в 742 году, и он один из немногих городов Германии, центр которого почти не пострадал после Второй мировой войны и сохранил свой исторический облик Средневековья с архитектурными шедеврами и фахверковыми зданиями. Это не самый популярный город среди туристов, и очень зря. Здесь есть на что посмотреть, в чем вы сами убедитесь. Сюда можно добраться из Берлина на поезде за 2 часа. Цена билета составит около 25 евро. Однако билет лучше покупать заранее за месяц-полтора, так его цена будет дешевле. По сути, старый город Эрфурта начинается как раз от вокзала, поэтому, приезжая сюда на поезде к вокзалу, использовать общественный транспорт в общем-то и не понадобится. Однако про него я вкратце расскажу чуть позже, а также покажу, как добраться до Эго-парка. Если прогуливаться вдоль улицы Банхофштрассе, которая идет от вокзала, то вы встретите несколько симпатичных зданий и пройдете мимо церкви Реглякирхе. А продолжая свой путь дальше вперед, вы дойдете до красивого здания художественного музея Ангер-музеум, который работает каждый день, кроме воскресенья, с 10 утра и до 18:00 вечера. Цена билета указана на официальном сайте. По вторникам, кстати, вход бесплатный. Также внутри есть туалет. Данный музей расположен на улице Ангер. Это главная торговая улица города. Здесь расположено множество магазинов и торговых центров. Очень советую по ней прогуляться, поскольку здесь вы встретите немало красивых зданий с интересной и необычной архитектурой. Одним из них будет величественное историческое здание почты, которое было построено еще в 1886 году. Если продолжить прогулку уже вдоль улицы Ангер, то вы дойдете до Варфоломеевской башни и фонтана Ангер-Брунен, возле которого расположена готическая церковь Викберт. Также недалеко от церкви находится симпатичный парк Хиршгартен. После парка, свернув направо, можно будет направиться к главным достопримечательностям Эрфурта – кафедральному собору Святой Марии, который был основан еще в VIII веке и считается одним из старейших в Германии, и церкви Святого Северии. Они расположены на соборной площади Домплац. Кстати, если вы хотите увидеть соборы в лучах солнца, то стоит приходить сюда рано утром, поскольку в другое время будет съемка против солнца и кадры получаются более темные. Вход в собор и церковь бесплатный. От вокзала до соборной площади идти 2 километра, чуть меньше получаса. Однако при фотопаузах время, конечно же, увеличится вдвое. Именно отсюда и начинается старый город Эрфурта и самые его интересные достопримечательности. Кстати, на самой площади вы также встретите немало красивых домиков с разноцветными фасадами. В основном это кафешки, но фотографии с ними получаются очень яркими и красочными. Если приехать сюда зимой на Рождество, то здесь можно застать ярмарку и попробовать знаменитые тюрингские сосиски. Данные сосиски продаются во многих местах, в частности на Соборной площади их можно встретить в прилавках недалеко от трамвайной остановки. Цена сосиски составляет 2,5 евро. На карте я указала место, где ее можно попробовать. Оно расположено возле общественного туалета, который есть на площади Домплац. Цена за вход, кстати, 50 центов. Он работает с 8 утра и до 21:00 вечера. Еще здесь можно посетить кафе-мороженое Сен-Ремо, которое достаточно популярно в Эрфурте. И мороженое, говорят, вкусное, но цены выше среднего. 2 шарика обойдутся около 5,5 евро. Дальше я покажу еще одно кафе-мороженое, которое считается лучшим в городе. И, кстати, учитывайте один важный момент. Не во всех подобных заведениях можно расплатиться картой, где-то принимают только наличные. После Соборной площади можно направиться к еще одной знаменитой площади Фишмаркт – рыбный рынок, которая находится в 1 километре ходьбы. По пути вам также встретится немало симпатичных зданий. Для этого нужно будет перейти дорогу и начать прогулку уже по улице Маркштрассе, где вы почти сразу с правой стороны увидите самый узкий дом Эрфурта, а впереди вас будет церковь всех святых.
Если перед церковью завернуть в переулок направо, то там вы упретесь в интересное здание ЗАГСа. Вернувшись обратно к улице Маркштрассе и продолжив свою прогулку, мы выйдем к площади Фишмаркт, на которой расположено здание ратуши, внутри которого скрывается немало красивых и богато украшенных фресками помещений. Вход в ратушу, кстати, бесплатный. Также на площади Фишмаркт вы увидите галерею Кунстхалле и два очень красивых здания, украшенные колоннами, скульптурами и росписью. Это дом гильдий, Гильдехаус, действующее кафе, и дом у Большого очага, тоже ныне действующий ресторан. Пройдя эти дома, вы почти сразу дойдете до площади Бенедиктсплац, которая расположена между рыбным рынком и Крема-Брюке. Почти сразу возле площади расположена старая синагога, которая является самой старой синагогой в Европе. В ней находится музей со старинными монетами и украшениями. Цена входного билета составляет 8 евро. Часы работы каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 18:00 вечера. Пройдя синагогу, вы дойдете до еще одной интересной достопримечательности – узкой улочки с фахверковыми зданиями. Дальше можно будет пройти к небольшой церкви Михаэлескирхе и, повернув направо, выйти к симпатичным домикам студенческое общежитие. А уже пройдя их, можно будет вернуться и посетить одну из главных достопримечательностей Эрфурта – мост Крема-Брюке, или, как его еще называют, мост лавочников. Вообще, когда вы будете прогуливаться по мосту, вы вряд ли поймете, что это мост. Выглядит он, как обычная улица с домиками, где продают различные сувениры. Кстати, именно здесь вы найдете знаменитое кафе-мороженое, которое считается лучшим в городе. Цена шарика составляет около 2 евро. При этом ассортимент вкусов очень большой. Чтобы понять, что вы гуляете по мосту, на него нужно посмотреть сбоку со стороны реки. Там же получаются очень красивые и необычные фотографии. Выйти сюда можно через арку. Если в навигаторе Maps.me указать нужное название, он вас к нему проведет. Карту с геометками всех достопримечательностей для навигатора я дам в описании к видео. На этот мост можно посмотреть с разных сторон. Также здесь находится церковь Эгидиенкирхе. За 3 евро есть возможность подняться на башню и полюбоваться видом на город. Однако учитывайте момент, что ступеньки узкие, и наверху башни тоже достаточно узко. Возле данной церкви расположена площадь Венигемаркт с фонтаном и детской площадкой. Следуя чуть дальше, вы увидите еще одну симпатичную церковь Кауфманскирхе. Пройдя которую, нужно будет повернуть налево, после чего вы выйдете на улицу Йоханнесштрассе. Именно на этой улице расположено 2 оригинально оформленных здания. Дом вяленой рыбы, фасад которого украшен статуями и гербами, и фахверковое здание, расположенное рядом и построенное еще в 1607 году. Ну а дальше можно будет вернуться и выйти к улице Ангер, прогуливаясь по которой вы дойдете до фонтана и монастыря Святой Урсулы. От этого монастыря до вокзала идти минут 9, 650 метров. Кстати, возле церкви Кауфманскирхе, которую мы проходили, расположено 2 недорогих кафе, где можно бюджетно поесть. Одно из них Ибрас Бистро, а второе кафе Мистер Биндин, которое находится в торговом центре Ангер-1, где за 7 евро можно поесть какое-то второе блюдо на выбор. Перекусив, можно вернуться обратно к вокзалу. По пути вы снова будете проходить здание почты и художественный музей, которые встречались нам в начале прогулки. Таким образом, за пару часов, по сути, можно обойти все эти главные достопримечательности Эрфурта и вернуться обратно на вокзал. Но, конечно же, с учетом фото и видеосъемки, время нужно вдвое увеличивать.
Кто желает посетить Эго-парк, до него можно доехать на втором трамвае. При этом сесть в трамвай можно как на остановке вокзала, так и на площади Домплац или Фишмаркт и на улице Эгер. Он проходит все эти основные остановки. Выйти нужно будет на одноименной остановке Эго-парк. Вход на территорию парка составляет 15 евро. Сам парк разделен на несколько зон, среди которых дом орхидей, роз, тропиков, трав, сад камней и воды. Каждая часть парка имеет свою архитектуру и стиль. Здесь вы увидите фонтаны и экзотические растения. Кто желает посетить цитадель Петерсберг, от площади Домплац до нее идти минут 10. Навигатор вас к ней проведет. Однако берите удобную обувь и одежду для подъема. По территории гулять можно бесплатно. Там вы увидите как крепость, так и парк с монастырем. Если подняться на бастион Леонхард, то вам откроется красивый вид на окрестности. Обратно до вокзала можно дойти пешком. От площади Домплац идти минут 20. Можно также и доехать на трамвае номер 2. Трамвай является основным видом городского общественного транспорта Эрфурта, который состоит из 6 маршрутов, и они все проходят через центр города. Автобусы здесь используются в основном для того, чтобы добраться до окраины города. Различают такие виды билетов: одноразовый за 2,5 евро, билет на 4 поездки за 9 евро и дневной проездной за 6 евро и 20 центов. Остальные виды проездных билетов представлены на официальном сайте, который указан. Билеты можно купить как через приложение онлайн, в результате чего будет скидка в размере 10%, так и в автоматах, которые расположены по всему городу на остановках. Карта с их расположением есть на официальном сайте, который показан. Что же касается недорогих кафе, на карте я указала расположение некоторых из них, где подают достаточно большие порции, при этом за более-менее приемлемые деньги. У каждого кафе есть официальный сайт с меню, где показаны цены на те или иные блюда. В общем, до 10 евро можно неплохо перекусить. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с инструкцией к путешествию.